Ох, ты какая красавица. Привет. Долго добиралась? Как дела? Нормально. Обнимемся? Давай. Давай. О, хорошо. Блин, нифига. Екатерина. Ты меня так подгребла, как борцы меня не подгребали, когда я занимался. Это было давно. Я не были мужиками, поэтому не будем на это обращать внимание. Ну что, как сегодня время проведем? Ты как резко начинаешь. Ты на лисичку похожа. Спасибо. Мне нравится. Это мамина гордость. Я думал, скажи, это мамины волосы. Я взяла у нее сегодня на свидание. А под бороду подходит. Да, у меня тоже рыжие. Гармонично смотришься со мной. Я ж тоже рыжий. Да, кстати, знаешь, вот у некоторых есть предвзятые отношения по поводу рыжих. А я думаю, что должно быть предвзятое отношение по поводу бедных. Да? Ну, переживать не то, что там кто-то рыжий или там, или я да, рыжий, само собой. а переживать, что нет возможности ходить и плевать на всех, кто считает, что рыжий это не кондиция, правильно? Вот, видишь, мы с тобой. Я тебя полностью понимаю, да, деньги наши, все, без них никуда сегодня. Всем привет! Частый вопрос, возникающий в голове при выборе компании, с которой ты захотел бы сотрудничать, это на какие критерии обратить внимание. Как и любой другой компании при выборе таксопарка, следует обратить внимание на то, сколько таксопарк работает по времени, сколько у него водителей и какие условия он предлагает. Не побоюсь этого слова, но одним из самых лучших таксопарков на нынешний момент в России является таксопарк «Такси Хайп». У нас многолетний опыт работы и несколько тысяч водителей, которые работают с нами. В отличие от других таксопарков, мы предлагаем стабильность. Стабильность абсолютно во всем. В технической поддержке, в выплатах и в хорошем проценте. У нас действительно самая лучшая служба поддержки, которая поможет вам практически в любой ситуации и никогда не оставит вас в беде. У нас есть два способа моментальных выводов ваших средств. Один страхует другой. Вы никогда не останетесь без денег. И лучшая реклама для нас – это многочисленные положительные отзывы о нашей работе. Если ты сомневаешься, спроси у того, кто работает в нашем парке, и он тебе все расскажет. Если тебя не устраивает твой таксопарк, или ты подбираешь таксопарк, обязательно обрати внимание на наш таксопарк «Такси Хайп». Ссылочки на контакты будут все в описании. WhatsApp, Telegram и Viber. Пиши моим менеджерам, и они тебя подключат в очень короткий срок. И будет тебе удача и много-много бабла. Пока! Да, давай немножко отвлечемся от этой глаза материи. такие красивые. Серьезно? Да. Это еще не все. Смотри. Ну, давай. О, что ты там? Пока еще есть. Это у меня целая тебя уже обожаю. Да? У меня целая коллекция красивых глаз. Да подожди, о чем это я? Я хотел сказать всем... Погода сегодня шикарная. Чем она шикарная? Если не знаешь, о чем поговорить, поговори о погоде просто. Но здесь нужно было сказать, что погода плохая. То есть ты про погоду молодец начала, только погода... Не, для меня вообще идеально, потому что я приехала недавно с крайнего севера, там еще хуже. А насколько крайнего? Из Воркуты. Слушай, а что такое крайний север? Это типа ты идешь, потом земля заканчивается, ты смотришь, там слон и черепаха, да? Как бы? Нет, там заканчиваются и стрелка показывает север, нет? И заканчиваются деньги. Ё-моё. Да. Слушай, а правда, что у вас в Воркуте минус 150, да? Там ты вышел, там... Ну, я не знаю, как это, что у вас происходит. Да, минус 150, шубы нужны, а вот я видел... неоткуда брать шубы-то. А это нужно же там, я слышал, из оленей, там чуть ли там не медведя ловят, спарывают живот. Мужчины богатые, а там их мало, уже всех разобрали. Всех разобрали? Вот, пришлось переехать. У меня как раз был вопрос по поводу... Ты такая, ну, ты же вот экспрессивная очень девушка такая, я чувствую от тебя энергию, да? И странно, что ты не можешь найти себе мужчину. Что ты забыла на сайте знакомств? Ну, то есть, обычно туда приходят люди такие, которым тяжело общаться вживую. Они сидят, они понимают, что это нужно сейчас Да понимаешь, не от общения зависит дело-то. Ну, главное, чтобы мужик был достойный. Просто, подожди, я тебе к чему я еще это спросил? Я последнее время, ну, нельзя называть там пробиваю, не пробиваю, ну, смотрю, чем человек живет до свидания. Потому что мало ли я там найду какой-нибудь слайд, где ты там разделываешь черепаху и варишь из нее суп. А ты часто на свидания ходишь, да, я смотрю? Почему? Ну, ты сам сказал, что только что ты... я тебе могу так сказать. Сказал. Приличных мужчин, я не знаю, как тебе сказать, но мне кажется, что приличных мужчин на сайтах знакомств больше, чем неприличных женщин. И приходится, например, из 10 свиданий я могу
продолжить там, ну, максимум одно, и то не всегда, потому что приходят иногда такие люди. Ну, все идет к этому. Так вот, чтобы я не увидел, как ты разделываешь черепаху и варишь из нее суп, а я плакал потом 2 дня, я посмотрел твой Инстаграм. Ты не против? У меня просто вот вопрос был, ну я не буду открывать его сейчас, у меня вопрос был, ты там с мужчиной, и там фотки свежие достаточно, там недельной, 2-недельной давности, и ты мужчина, повторяется у тебя там везде, на поездках всяких там за границу и так далее. Это, ну я к тому, что ты хочешь изменить кому-то с кем-то, или... Нет, насколько был серьезно? парень. Так, рассказывай, очень интересно. Куда он делся? Не сварила, не ты съела? же понимаешь... Все расстаются, не сходятся с характерами. Ой, ну это тоже такое себе, знаешь. Расскажи, мне очень интересно. Давай, я готов тебя слушать. Да, обещал мне кучу всего, там, айфоны, поездки в Доминиканы. Я женщина же такая, мне нужно все сразу. Ну, раз обещал, ну, сделай. А что всех в Доминикану тащит? Там намазано или просто сейчас пускают только в Доминикану? Слово красивое. Да, слово красивое. Пускают в Доминикану, в Арабские Эмираты и в Египет, да? Больше, по-моему, никуда не пускают. Да. Ну, из-за ковида, да? Ну, блин, дело в том, что я ему каждый день и уборка, и готовка, и минеты по утрам. Ё-моё. Спасибо. Блин, вообще не отдачи никакой. Вот изначально все было прекрасно, а потом что-то то зарплаты задерживают, то, извини, куда-то надо потратиться на свои авто, еще куда-то, не знаю. А что до Нового года тянуло? Ожидала подарок от него какой-то, что ли? В итоге, или что, результат какой-то, результат, ну, годовой результат. Я уже надеялась, что премия. На Новый год хоть что-то будет. Так. Вот обещала iPhone 13, думаю, ладно, на Новый год подарит, значит. Ну. Сколько жду. Нифига вообще. Говорит, потом. Ну, что ты за мужик такой? Ну, обещаю, и делай давай. А если бы действительно, вот, вдруг ты не дождалась всего 2 дня, а потом бы тебя завалило айфонами 15-ми? Да блин, по-любому на шлюх своих тратит. Думаешь? Да все мужики такие. Ну, не все, может быть. Некоторые стесняются к шлюхам ходить. Ты не ходишь? Нет, конечно. Серьезно. Так что это вообще то, что там было. Что было, то прошло? То было, то прошло, и нафиг таких. Слушай, хорошо, а ты тогда, у меня вопрос по этому моменту. Ну, я не то чтобы там не хочу защищать, не защищать молодого человека, но настолько-то, а чувство как же, там типа любовь, вот эта вся история, уважение. Так у меня была любовь. И было все, да. Женщина должна уважать мужчину, а мужчина должен обожать женщину. Вот обожания не было. А эквивалент обожания это деньги, конечно же. Я понял. Ну, возможности. Ну, если мы совместно живем, будь добр, помогай хотя бы половину. То ходи за продуктами, сама приготовь. Из чего я должна приготовить, если он даже продукты не покупает? А если я такой же вдруг? Или я не у тебя же там написано, что ты бизнесмен. Ну, да. То есть читала ты внимательно? Да, недвижимость. Ну, есть немножко, да. Правда? Ну, сантиметров 7, да. Это я так шучу пошленько. Да, блин, слушай, нет, ну если все было так, как ты говоришь, и минеты по утрам, и по вечерам, и яичница, и полы чистые, то, конечно же, наверное, мужчине нужно было... Ну смотри, я же красивая девушка, у меня куча поклонников богатых, ну что я буду с нищебродом-то? И мне кажется, я могу себе завести нормального, что мне ждать чего-то, любовь, чувства. То есть, если можешь себе позволить есть крабов, зачем давиться дошираком, да? Ты вот к этому? Я так прямо уж завуалирован. Ну, все отлично, моя фигура и здоровье дороже дошираков. Блин, у меня даже все после зимней спячки проснулось, я тебе серьезно говорю. Может, в ресторан? В ресторан, может быть, да. Крабов захотелось. Крабов захотелось. Знаю один ресторан, где чудесные глобусы продаются. Это из какого-то старого фильма, я тебе потом расскажу, из какого. Слушай, а ты знаешь, чего я думаю по этому поводу? Все согласен с тобой, не вопрос. Давай тогда мы, прежде чем начнем как-то с тобой общаться, вот до ресторана, да? Ты не смотри на меня такими влюбленными глазами. Я не поверю, что ты за 3 минуты в меня влюбилась. Что ты? Ну, ты меня у тебя просто... такие красивые глаза. Еще раз повторю. Помнишь, не все, да? Я показывал. Значит,
Опять я что ж, вот теку, понимаешь, женщины пользуются этим. Вот достаточно просто вот Да это я теку. обозначиться, и я... Так, значит, после ресторана на мойку надо записать. Значит, что делать? Я тебе помогу помыть. Поможешь, я понял, хорошо. Значит, давай сделаем таким образом. Вот смотри, как тебе такое предложение? Вот рестораны, все это понятно, все хорошо, айфоны, нет проблем. Вот сразу тебе могу сказать. Да ладно. Вообще нет проблем. Ты понимаешь? Серьезно, не шутишь? Нет, дело в том, что... Все, 10 свиданий прошли уже, все, ты выбрал. У многих стереотипная... Нет, я про 10 свиданий тебе говорю, что 10 девушек, из 9 я не иду на свидание, а только с одной, вот в чем дело. Да, не про то, что я хожу со всеми по 10 свиданий, и на 10-й только понимаю, что что-то не так. Нет, я сразу понимаю, когда что-то не так. Смотри, какая история. Значит, мы что сделаем? Вот айфоны, да? Почему-то у многих стереотипное мышление, что айфон это какой-то такой... Ну, ты посмотри на мой разбитый телефон. Да. Ну, серьезно, мне вот очень нужен айфон. Я понял. Только не заплачь здесь. Ладно, сейчас все будет. Подожди секунду. Значит, у многих стереотипный эквивалент просто, когда залезаешь, как в детстве игра «Царь горы», когда на гору залезаешь, всех растолкав. Вот сейчас у всех представление, что ты на горе, когда у тебя айфон. Возможно, это так, но к айфону хорошо бы еще приложить, я не знаю, там, какие-то, вот как ты правильно сказал, рестораны, поездки, шмотки, да, одежду. Уборка, готовка, минеты будут. Да, блин, что ж такое-то сегодня? У меня что, день рождения, что ли? Я даже понять не могу. Как так? Спасибо, Господи. В такую погоду через тучи ты разглядел мои потребности. Я думаю, отдача взаимная должна быть. Ты думаешь правильно? Нет, слушай, я знаю, как мир устроен. Ты правильно все мыслишь. Мир устроен именно так. И те, кто, скажем, закатывают глаза и говорят, это неправда, они, как правило, едят доширак. Ну, да? А другие им покупают доширак. Поэтому будем честными друг перед другом. Давай я договорю, значит. Вот смотри, понятное дело, что рестораны, ты съела котлетку, там, краба, и все, она переварилась и ушла куда-то, да? Вот, там, поездки тоже. Но вот есть какие-то материальные блага, которые остаются с тобой, остаются с тобой. То есть ты их осязаешь каждый день. Ну, там, одежда, телефоны, я не знаю, там, сумка Биркин за 3 миллиона рублей, да, там, или 3 миллиона долларов, не дай бог, значит, из крокодила, из очень важной части крокодила, чтобы ты понимала, да. Он эту часть берег до свадьбы, а из нее сделали сумку. Давай сделаем следующим образом. Мы с тобой общаемся, да, все хорошо, у нас отношения, любовь, там, все дела. Вот, но если вдруг по каким-то причинам ты отскакиваешь, ну, ты устала что-то делать, либо по утрам в устной форме меня бодрить, либо яичницу. И говоришь, Женек, всего хорошего. Собрала в сумку Биркин все свои пожитки, которые я тебе купил, и на узелок, на палочку, и отвалила. Вот давай так сделаем. Пока мы с тобой вместе, все это твое, ты этим пользуешься. Но как только ты соберешься отчалить в какое-то путешествие, неважно какое, то это все остается у меня. Я что-то не понимаю. Трусы, носки, айфон, сумочка, наушники. Трусы нужны? Да. Я возьму, я заберу трусы. Я им стану. Смотри. Вот смотри, я тебе пример сейчас объясню. Каршеринг. Знаешь, такое каршеринг? Это сдача в аренду. У нас сейчас популярно, у нас все есть в аренду. У нас есть машины в аренду, у нас есть одежда даже в аренду, у нас есть куча, самокаты в аренду. Шеринга сейчас полным-полно. И я предлагаю тебе просто отношения в шеринг. А просто так нельзя? Просто так можно, тогда давай мы... Ну, ты мне понравился, я тебе понравилась, в чем проблема? Тогда ту часть, где мы ходим по ресторанам, доминиканам и айфонам, мы ее отодвигаем в сторону. Я тебе куплю, может быть, какой-нибудь Huawei. Блин, слово такое не очень мне нравится. Может быть, какой-нибудь Alcatel. Они их еще делают? Ну, просто я не помню. Ты чё? А что? Телефон-то звонит. Alcatel. А что такого? Ну, какой Alcatel? Алкательный. Ты что, прикалываешься? Вот, и вместо Доминикады я тебя свожу в Простоквашино. Нет, мы поездим... 5 минут назад обещал, что все будет, что я тебе понравилась. В чем проблема? Я же тебе объясняю еще раз. Я тебе все куплю. Но если ты уходишь, то все это остается у меня. Квартиры, машины, телефоны. Может, ты свалишь или спровоцируешь так, чтобы я ушла? Тогда что? Такое может быть. Но если вдруг я это сделаю, то как в 99% мужчина уходит от женщины по вине женщины. Либо она... Неправда. Да. Давай так, если уйду я, все останется у тебя. Но, если уходишь ты по каким-либо причинам, то
все, что нажито будет непосильным трудом, Нет, это все так не останется, делается. все останется Так у мужики меня. не делают. Почему? Ну, это не настоящий мужчина А тогда. потом потрогай меня настоящий. Тебе же мои глаза понравились? Ну вот и пользуйся моими глазами. Будешь смотреть мне в глаза вот так вот. Блядь. Вот так вот. Ты серьезно? Ну хорошо, можешь Ну, вот так вот. Ну, это же, понимаешь, ниже дна вообще. Ну как ниже дна? Ну а как ты хотела? Да, спасибо, у меня уже такие отношения были. Серьезно? Но они очень могут отличаться, потому что все-таки глаза-то у меня красивее, наверное, чем у предыдущих отношений. Ты зря на самом деле сейчас так. Ты подумай, потому что у нас сейчас все в аренду. И чувства в аренду, и телефоны в аренду, все в аренду. Блин, Чего? я ж такая классная, ты думаешь, мне это надо? У меня куча парней. Алкатель. Я к любому подойду, мне любой iPhone купит. Ты прикалываешься, что ли? Ну, сходи, возвращайся, покажешь потом, ладно? Хорошо. Ты мне, может, реально понравился. И такую хрень сейчас несешь. Ты мне тоже реально понравился. Я просто хочу пописать на дорожку на берегу, понимаешь, а не в машине описаться, чтобы всем было все понятно, кто что делает. Что? Да, все, я поняла. Поняла все? Что? Нам с тобой не по пути, чувак. Уверена? Посмотри еще мои глаза. Так, Ну так, нормально? блин, ты какую-то херь несешь, ну, действительно. Серьезно? Ну так не делают мужики. Ну, так, как они делают, скажи Ну, мне? если ты мужик, ты оставляй все женщине. Мгм. Нет, так не А пойдет. смысл тогда покупать это все? Чтобы ты этим пользовалась. Ну, спасибо, попользовалась. Спасибо, попользовался, ушла, вернула. Ты же не забираешь каршеринговую тачку навсегда. Ты же попользовалась ей, даже если понравилось. Ты ее оставила, другой попользуется, правильно? Ты подумай, хорошая история. Да пошел Серьезно. ты. Да ладно, чего ты, я трусов немного заберу. Друзья мои, прекрасен наш союз. Союз, как говорил Остап Бендер, меча и орала. Орала. Меча и орала. Бля, что ж сегодня все про это? А как быть? А так все действительно и устроено. Устроено все очень просто. Ты мне, я тебе. Передача такая была в Советском Союзе. Но надо все-таки понимать, что есть же люди, которые уже адаптируются, как я, да, я уже адаптируюсь к сложившимся реалиям. Я уже понимаю, как можно обходить острые углы. То есть купил iPhone, 2 пары стрингов, потом стринги просто отдал в ателье, тебе нашили чуть больше туда. Да кого я обманываю? Одел стринги, забрал iPhone, пускай 3-м телефоном, и пошел счастливый просто, и все, ничего не потерял, только приобрел. А женщины нет, они хотят из тебя выдрать последние коронки из зубов. А мне эти коронки еще очень сильно пригодятся, тем более, что зубы сейчас очень сильно дорогие. Друзья мои, могу дать контакт девушке, видите, что она делает по утрам, днем и вечером, полностью удовлетворяет все потребности, надо купить только iPhone и все. Кто готов заплатить за ее прекрасные... Кстати, у меня тут был по 10-бальной системе, оцените, сейчас расскажу. В Питере начали по QR-кодам пускать во все заведения, в том числе торговые центры. И в торговых центрах, и в магазины. Мы с женой пошли в магазин, это было смешно. Мы пошли в магазин, не буду говорить в какой, значит, заходим. Во всех магазинах реально проверяли паспорта, QR-коды, пикали телефонами, там очередь скапливается. И в одном магазине вообще очереди нет, народ просто чешет. Я думаю, нифига себе. Мы заходим, и где-то, блядь, из какого-то там угла охранник, показывая на нас, и кричит, вот, блядь, не преувеличиваю: «Дорогой, прививка сделал?» Я: «Да, дорогой, сделал». «Отлично, дорогой, проходи». Вот так вот. А вы говорите QR-коды. Доверять людям надо. Доверять. Пишите, что думаете, оцените. Кто хочет, пишите. Кто не хочет, все равно пишите. Я буду вас ждать. Пока.